Добрый день, дорогие зрители. Мы продолжаем серию обзоров о том, как мы оцениваем ситуацию на рынке, какие мы находим сделки, точки входа на них, какие мы иногда прорисовываем сетапы и какие у нас результаты за время нашего эксперимента. Все это наш эксперимент. Мы его делаем на свой страх и риск, рискуя своими средствами. В частности, инопланетный гость рискует инопланетными средствами, а я рискую запчастями для роботов. Это, конечно же, шутка. И все, что я говорю, и все, что мы показываем, это все не финансовая рекомендация. Начали эксперимент, внес $100 на биржу Bybit. Мы, кстати, в некоторых из своих созвонов и обзоров показываем, как мы это делаем, как можно завести свои финансы на биржу и как можно торговать. Так вот, я начал со $100, и сейчас у меня колеблется потому что сижу в лонговой сделке. Кто смотрел нас в пятницу, видел мою сделку. Ну и сразу перейдем к обзору. Да, как сейчас в данный момент выглядит, торгую я на монете Link, тому, кто не смотрел наших обзоров. И вот это уже 246-я сделка, которую я установил в пятницу, не послушав дорогого робота, который предсказывал, что рынок будет корректироваться, и он так вот скорректировался и продолжает двигаться в этой зоне. Я усреднился, да, первоначально у меня заходил я вот здесь, вот в этой точке, это было 14,485, усреднился я, и сейчас нахожусь на 14,199. Да, цена подходила близко к моему, в принципе, в точке входа, можно было закрыться, но я продолжил держать. Есть возможность также хеджирования, которое мы тоже упомянули, и если вам интересно, мы продолжим и расскажем, как это делается. Но пока у меня Bybit еще не включил у меня опцию хеджирования, я могу открывать сделку только в одну сторону, и пока у меня вот сделка. Но я думаю, что скоро мне позволит Bybit также работать в две стороны, да, и тогда я могу продолжать торговать уже вот эти вот сетапы. Как я уже говорил на вчерашнем нашем эфире, кто нерегулярно бывает у нас на эфирах, можете пересмотреть, и вообще желательно подписаться, поставить колокольчик и не пропускать интересных наших событий. Да, но в частности, я тебе показывал сетап, который я прорисовал на одном из наших эфиров сейчас, ну, чтобы не быть голословным, что я предупреждал. Вот, я сегодня поделюсь экраном и покажу, о чем я говорю, и немножко еще поделюсь своим видением. Прямо сейчас у нас идет, скажем так, выступление главы ФРС Джереми Пауэлла, поэтому сейчас в моменте мы можем видеть какие-то отдельные движения. Вот, то линк, мой сетап, да, и как раз-таки он, кто понимает, я сейчас немножко увеличу, о чем идет речь на TradingView. Также можете задать нам вопросы, что такое TradingView, где его берут, с чем его едят, как им пользоваться и чем он удобен. Терминал, которым пользуются практически, я думаю, что подавляющее большинство трейдеров всего мира на любых активах. Вот, очень удобно и классно. Пишите, познакомим вас в отдельном обзоре, что это такое. Ну и мы рассматривали, что был нисходящий тренд. Ну, вернее, сначала был восходящий, который здесь начал перерастать в затухающий. Да, у нас сначала хаи перестали обновляться, но у нас была полка снизу, которая держала цену, и была трендовая линия. И вот именно здесь мы вышли с подтверждением, да, вот под эту синюю линию, бывшую верхнюю часть вот этой предыдущей консолидации. И здесь сложно было ожидать, скажем, чего-то, пока не будет признаков разворота, хотя бы на младшем таймфрейме. И пока мы под этой зеленой линией, да, я тоже говорил, что, ну, сложно говорить о восходящей структуре, потому что нужно было нам сначала на нее забраться, а уже потом взойти. Но ты, скажем, в принципе, принял правильное решение. Бывают, когда появляется такая доджа, да, что такое доджа, какие свечи бывают, как их читать, тоже можете задавать нам вопросы. И она сопровождается потом, ну, скажем так, если за ней идет свеча какая-нибудь поглощение большая, или же там хотя бы на младшем таймфрейме есть какой-то признак, то можно. Но это было на, скажем так, на мой взгляд, немножко раньше ты входил в сделку, и поэтому, скорее всего, что я говорю не о твоей точке входа. Но суть не в этом. Суть в том, что сегодня рынок наш зависит от Пауэлла, на мой взгляд, и как он сегодня проговорит, скорее всего, так и будет. Будут какие-то хорошие новости от него. Мы пойдем вверх, будут не очень хорошие, пойдем вниз, но мы уже привыкли. И, как ты сказал, можем хеджировать не линком, а, например, какой-то другой монетой, дабы депозит оставался в балансе.
Как это делать, точно так же пишите. Можем поделиться своими наработками и рассказать, что такое хеджирование, зачем оно нужно и насколько это эффективный инструмент для сохранения депозита. Ну, а я, наверное, перейду традиционно к биткоину. Что с ним происходит и чего я от него жду. Ситуация неоднозначная. Мы рисовали однажды на одном из обзоров вот такой вот интересный сетап развития событий, и фактически мы развиваемся пока вот по этому. Как вы уже поняли, я люблю от уровней, от линий ждать какой-то реакции. Это не только моя стратегия, так действует довольно много трейдеров, кроме тех, кто не торгует какие-нибудь, скажем, головы плечи там, или W, или двойные вершины. В общем-то, с точки зрения, что здесь можно найти тоже двойную вершину, которая, по идее, должна расторговаться на вот эту высоту. Поэтому ожидаем реакции вот от вот этой вот линии на биткоине. Пока думаю, что должна у нас удержать вот эта оранжевая, которая у меня внизу. По-прежнему меня удивляет вот эта вот история с волатильностью. Я уже неоднократно на нее обращаю внимание и не понимаю на самом деле, почему у нас не волатильное сейчас время, а волатильное время у нас, скажем, когда мы подходим к этой линии, я, наверное, все-таки зря уменьшил. Вот у нас есть линия, к которой мы подходим, у нас здесь затухает волатильность, а снижение волатильности обычно признак сильного движения последующего на рынке. И вот у нас вроде было бы много, казалось бы, движений недавно, но вот уже практически 4 недели, пятую, мы находимся не выше 6. А значит, что то, что сейчас происходит, на самом деле не сильно волатильно. Да, нас ожидает что-то еще более интересное, и я переходил на историю по вот этим вот пикам снижения и возрастания, и как раз там получались на биткоине. Сейчас, чтобы сэкономить время, просто покажу для примера, что где-то вот здесь у нас тухала волатильность, потом начиналась вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, и потом еще раз вверх. Вот нечто подобное, но только вверх или вниз нас ждет, я не знаю. Мы точно так же, как только что рассматривали на линке, у нас была восходящая, сейчас мы начали, скажем так, не обновлять хаи, но у нас снизу держит полка, да, вот это, и вывалимся мы под полку или же пойдем выше на перехай, как обычно, сюда. Это вопрос такой, которого нужно дождаться, что он разрешится. Но на самом деле доминация биткоина высокая. Это говорит о том, что взгляды и деньги инвесторов по-прежнему прикованы. Информационный фон говорит о том, что биткоин надежен, альткоины, как всегда, как в прошлых циклах, не нужны. Ну и что говорит еще за рост биткоина? Я приготовил вот такой, которым частенько пользуюсь для понимания, в каком цикле мы находимся. Рынки говорят, что сегодняшний цикл, цикл, который происходит у нас сейчас, не похож на предыдущий, а больше похож на цикл 2017 года. Да? И если посмотреть, мы с каждым циклом, получается, немножечко ниже, то есть вершины наши выходят за радугу. Первый раз у нас тут в 2014 году выходила за радугу, потом в пределах радуги, хотя и в красной зоне была. Потом у нас 2021-2022 год мы достигли только оранжевого уровня. И я уже как-то говорил на одном из обзоров, что здесь где-то мы, я думаю, что сходим не выше, чем вот так, и потом как-то вот так начнем опять возвращаться в медвежку. Что хочу сказать, что раз мы похожи на вот этот вот цикл, да, и мне кажется, что вот эта зона сейчас выглядит как вот эта зона. А значит, мы уже две вот этих вот вершинки нарисовали вот здесь. И нам остается пройти только вот этот вот участочек, который, скорее всего, что, как я уже сказал, будет выглядеть так и потом как-то вот так. Мне кажется. И случится это еще с одним маленьким заклевом сюда ниже, либо же мы от текущих, потому что, хочется уже всем. Нам важно, тем, кто держит большое количество альткоинов в своем портфеле, нам важен альт-сезон. А для этого должна снизиться доминация, как у меня здесь, сейчас переключусь обратно на ту вкладку, как у меня здесь прорисовано вот этим вот пунктиром. И тогда где-то там в районе ближе к 45, я думаю, что рост альткоинов будет превышать рост биткоина. Спасибо. Тогда посмотрим, как рынок отреагирует на сегодняшние новости, на речь Паула, и продолжим завтра. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, лайкайте и ждем от вас комментарий.